Ну что ж, подводим итоги года. Сразу хочу сказать, приятно видеть здесь столько ярких, радостных, подставных молодых журналистов. Прежде чем начать, хотелось бы поблагодарить всех, кто уговорил меня пойти на следующие президентские выборы. Спасибо за ваши письма, звонки. Только за вчерашний день, хочу подчеркнуть, мне позвонили более 120 миллионов простых россиян со словами поддержки. И все они, конечно, умоляли меня быть и дальше их пастухом. В смысле президентом. Спасибо за доверие. Я теперь, как в свое время говорил Отто фон Бисмарк, не имею ни малейшего морального права проиграть на президентских выборах 2024 года. Подчеркиваю, это его цитата. Да, пожалуйста, вот девушка с синими губами первая подняла руку. Задавайте вопрос. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Катерина Сосулькина, газета «Красноярская мерзлота». Вопрос простой. Когда будет газифицирован Красноярский край? Заранее спасибо, мы вас очень любим. К сожалению, любовь к вам – это пока что единственное, что нас греет. Спасибо за теплые слова. Смотрите, я уже однократно не отвечал на этот вопрос. Неоднократно отвечал на этот вопрос. Не отвечу еще раз. То, что мы добываем в Красноярском крае газ, это хорошо. Но для того, чтобы газифицировать этот регион, одного газа недостаточно. Для этого нужны вентили, трубы, насосы, желание и прочие коммуникации. Поэтому очевидно, что как только мы научимся добывать из-под земли не только газ, но еще и трубы с насосами и прочие комплектующие, то этот газовый пазл, несомненно, быстро сложится. Я думаю, что нужно подождать еще годика 3, максимум 7. И мы с вами снова сможем обсудить вопрос, почему Красноярский край опять до сих пор не газифицирован. Ведь, как в свое время говорил Отто фон Бисмарк, лучше синица в руках, чем газопровод в Красноярском крае. И тут с ним не поспоришь. Давайте следующий вопрос. Вот вы, мужчина с парашютом на спине, пожалуйста. Добрый день. Я пассажир самолета, который на днях так и не смог вылететь из Шереметьево в Таиланд из-за поломки. Скажите, как решить проблему с неисправными самолетами? А вообще, мы вас очень любим. Мы всегда голосовали и будем голосовать за вас до конца своих дней. И внукам, и правнукам своим скажем, чтоб только за вас голосовать. Спасибо за поддержку и за интересный вопрос по поводу неисправных самолетов. Я, честно говоря, не знаю, откуда у вас такая информация. У меня вот, например, все самолеты исправные, на которых я летаю. Не верите мне, можете спросить Отто фон Бисмарка. Это же его известная цитата. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Тут, скорее всего, вы просто не на тех самолетах летаете. Давайте дальше. Вот молодой человек с татуировкой на лбу в виде немецкого креста хочет задать вопрос, когда закончится война. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Газета «Патриоты России» в татухах. Скажите, когда закончится война? Спасибо за столь неожиданный вопрос. С удовольствием на него отвечу. Война закончится сразу, как только будут достигнуты все цели СВО. А они у нас каждый раз новые. Я и сам уже запутался. Ну вот, например, была цель демилитаризация Украины. Мы ее достигли. Посмотрите сегодня на Украину. Она ведь ничего не производит. Ей все привозят готовое. Извините за моветон, на халяву. Нет, ну что-то они там, конечно, производят. Вот мне сегодня как раз Песков докладывал, что на Украине создали первый авиафлот ударных дронов Космолот Airlines, там 50 БПЛА Панишер нового поколения. И это я вам скажу, не герани в Иране клянчите, извините за моветон. Эти панишеры настолько тихие, что незаметно могут залетать к нам в глубокий тыл. Я ж общался с ребятами, которые видели, как эти панишеры работают.
Правда, ребят, которые это видели, после этого больше никто не видел. Но крепкого им здоровья, как сказал бы Отто фон Бисмарк. А он, по-моему, так и сказал. Да, по поводу безработицы меня вот тут спрашивали. Кто спрашивал по поводу безработицы? Никто? Ну, неважно, я все равно отвечу. Не помню, чья именно эта цитата, но звучит она так. «Учись, студент, кто не работает, тот ест». Что? Да, вот Песков подсказывает, что это Отто фон Бисмарк сказал. Я, кстати, так и подумал. Так вот, у нас сейчас уровень безработицы находится на историческом минимуме. На отметке 2,9%. Это очень хороший показатель. Опять-таки, нам удалось этого достичь именно с помощью СВО. Нет, не потому, что мы создали дополнительные рабочие места или как-то улучшили условия труда. Нет, мы просто поступили гораздо умнее и отправили на СВО всех безработных. Более того, мы их очень попросили оттуда не возвращаться. Ну, чтобы не портить нам статистику исторических минимумов. И вы знаете, практически все прислушались. Ну, а те, кто вернулся, они уже, скажем так, больше влияют на совершенно другую статистику, которая нас, в принципе, никогда и не волновала. Сейчас, извините, мне нужно ненадолго прерваться. Песков, объявляй чемоданную паузу.